Как часть музыкальной теории, ритмика не представляет сложности. Хотя есть один очень интересный аспект, который может изменить взгляд на происходящее, либо дополнить его. Давайте, собственно, начнем с определения ритма. Данное определение верно, оно не противоречит природе ритма, но оно совершенно ее не объясняет. Чтобы понять, что такое ритм, надо называть его пульсацией. Что это значит? Если мы слышим какую-то мелодию, которая заставляет нас или хотя бы побуждает нас двигаться, это значит, что мы слышим интервалы временные, которые отмечены каким-то звуком. Когда мы слышим один такой импульс, условно щелчок, ничего, понятное дело, не происходит. Но когда их два, мы уже можем предсказать время появления третьего. После трех мы уже ждем четвертого, и когда мы слышим 4 импульса подряд, ровно удаленных друг от друга, равно удаленных, у нас складывается ощущение какой-то законченности временного промежутка. Это и есть музыкальный ритм. Пульсация должна восприниматься как движение во времени, причем движение синусоидальное. Когда мы совершаем движение под ритмичную музыку, мы обычно на сильную долю, так называемую, вот основную, которую мы чувствуем лучше всего, мы совершаем притоп или движение головой вниз. И потом поднимаемся вверх до следующего погружения вниз. То есть как бы мы движемся вниз и вверх, в то же время продвигаясь во времени. У нас получается что-то вроде вот такой синусоидальной кривой. Давайте на ее основе и посмотрим, как устроен такт, музыкальный такт для начала. События, происходящие в музыкальном такте, бывают двух видов. Это условно сильная доля, когда мы чувствуем и считаем их, и слабая доля. Это время, которое находится как бы в переходе между сильными. Следует также обозначить границы такта. В музыке такт обозначается от начала первого импульса до полного окончания четвертого, то есть прямо перед началом пятого. Соответственно, мы из одного такта переходим сразу же в другой. Что здесь необходимо еще уточнить? Дело в том, что музыкальный такт может иметь достаточно сложную структуру, и это математика уже второго блока. Но почему именно 4? Лично я объяснить не могу. Человек по своей психике очень склонен к тому, чтобы считать до 4 и комфортно воспринимать все, что имеет в составе 4. 4 цикла чего-либо, это максимально удобно. Из этого базового такта, который строится на, так бы сказать, встроенном человеческом ощущении, из этого строится вся музыкальная математика и все, что можно с ритмом сделать в дальнейшем. Независимо от того, в каком размере такта идет работа, длительность нот строго привязана к такту 4 четверти или тому самому такту из 4 импульсов, как я уже сказал, базовому. Давайте на эти длительности взглянем. Если нота длится на протяжении всего такта, она называется целой, и ее длительность 4 четвертых. Соответственно, в 2 раза меньше половинная, далее четверть, 8 и 16. Каждый раз происходит уменьшение в 2 раза, то есть длительность сокращается в 2 раза. По обозначениям, после 4 доли, это нота, которая соответствует по длительности ровно одному импульсу, добавляется одно ребро. Эти ребра могут складываться и в нотации иметь такие рядочки, по которым очень удобно ориентироваться. Теперь давайте посмотрим, как это все дело звучит. Ну, без метронома здесь, пожалуй, никак. И о нем поговорим сразу же, следом за длительностью. Итак, целая. Половинная. Четверть.
8 и 16. Так и что же такое метроном? Если с длительностью вроде вопросов нет, хотя тему мы рассматриваем все-таки поверхностно. Метроном — это наши музыкальные часы. Тут стоит отметить маленький момент, очень интересный, что сам по себе ритм бывает двух видов. Бывает равномерный ритм, где между всеми импульсами одинаковое количество времени, и неравномерный. Еще его называют плавающим, когда музыканты могут замедлять темп или, наоборот, ускорять его в зависимости от части композиции. Ключевое слово здесь темп. Это именно то, что нам дает метроном, именно то, для чего он, в общем-то, и нужен. Темп обозначается как BPM, beat per minute. Указывается в виде символа четверти. Любой метроном, скорость любого метронома настраивается именно на один импульс. Независимо от того, как метроном у вас сложно устроен, какие длительности он может озвучивать, его центральное время, его центральная частота всегда означает ровно одну четверть. То есть, о чем и было сказано ранее, что вся музыкальная математика, именно ритмика, строится на базе такта из 4 четвертей. По поводу метронома стоит отметить, это один из важнейших инструментов в записи, в гитарных занятиях для развития чувства ритма, для развития ровного движения. Многие музыканты, особенно классические, академические музыканты, они с метрономом в принципе не работают, они имеют дисциплину определенную, они знают академические понятия и, конечно, ориентируются на дирижера. В рок-музыке, в поп-музыке плавающего темпа, как правило, не бывает. Иногда его используют, но это достаточно редко, поэтому основное, с чем придется работать, это четкий ритм, это определенный метроном и постоянная работа с ним в любых занятиях, в отработке любого соло, любого рифа. И даже в отработке гитарного боя он не будет лишним. Собственно, об этом пора бы и поговорить. Основная задача при игре — это оставаться в движении, не выходить за его рамки, то есть не отставать ощутимо сильно и не опережать события настолько, чтобы можно было сбиться. Слушатель очень хорошо чувствует, если интервалы между ощущаемыми сильными долями и играемыми аккордами очень сильно расходятся. Есть определенная погрешность, но сейчас не будем разбирать, какая именно. Так же, как, собственно, и не разбирали длительности самих нот. Для проработки возьмем третье упражнение из предыдущего видео. И последовательность аккордов из трека Боба Дилана. Это будет соль мажор, ре мажор и дважды ля минор. Один повтор гитарного боя соответствует одному аккорду. Метроном примерно 90 ударов. Вообще 90 ударов — это достаточно быстро. Для начала можно использовать, конечно, метр помедленнее, но не сильно. Желательно не меньше 60. Что же дальше? Несколько таких комбинаций я приведу в пример. Вот они на доске. На выходе мы получим 9 упражнений. Это значит, что каждая аккордовая последовательность будет прорабатываться каждым из 3 рисунков. Примерно вот так. Проработка номер 1, номер 2 и номер 3. Есть еще одна очень интересная практика и очень результативная. Но она не всем подходит и не всем нравится. Все же я о ней расскажу.
Данная практика легко позволяет преодолеть один интересный барьер. Это барьер перестановок. Допустим, у нас есть аккорд АМ. Перестановка на ЕМ будет самым простым действием в любой гармонии. Но если эта перестановка между G и C, будет уже сложнее. Так или иначе, в любой последовательности найдется такой момент, где перестановка будет осложняться. Это может вызвать некоторые проблемы. Так вот, в чем, собственно, рандом? Можно придумать способ, с помощью которого аккорды будут выстраиваться в короткий ряд из 3 или 4 штук, без какого-либо художественного замысла, без предпочтений, просто случайно. Можно сделать, например, как моя ученица. Очень давно это было. Вырезать маленькие кусочки бумаги, написать на них аккорды, заламинировать скотчем и просто играться с ними как с жеребьевкой. Действительно получать абсолютно случайные последовательности. Эта практика, она может компенсировать фантазию. Если вы хотите сыграть что-либо, и вам приходится придумать, чтобы это хорошо звучало, а поначалу это практически нереально. Вот. Пользуйтесь. Практика действительно очень полезная первое время. Чтобы нормально исполнить хотя бы одну самую простую песню, необходимо очень четко удерживаться в рамках какого-то темпа, то есть не сбиваться с ритма. Так как в этом процессе, даже если вы не поете в этот момент, задействуется левая рука со всеми ее перестановками, правая рука с ее рисунком боя, также ритмический рисунок, где соотношение нот разное. Сбиться будет очень легко. Комбинируется в один момент времени очень много отдельных навыков, которые можно развить по отдельности. Самый лучший совет, если вы самоучка и занимаетесь с расчетом на дальнейшие более высокие результаты, задержаться на этом моменте, задержаться на уровне, когда комбинирование всех базовых элементов не дойдет до какого-то действительно качественного уровня. То есть пока вы не получите вменяемый результат. Не идеальный результат. Не надо стремиться ни к чему идеальному, надо стремиться хотя бы к какой-то уверенности, именно к какому-то широко применимому навыку, я бы так сказал. Если вы преподаватель и работаете с учениками, которые так и норовят выучить что-то посложнее, все-таки лучше на этом уровне удерживаться. И с этого момента сильно спешить не стоит. Действительно, проработать правую как следует, проработать левую, синхронизировать их в одном процессе. И только после этого уже делать что-то более серьезное. Да, на этом все, пожалуй.